Что такое стартап-виза в Испанию и для кого она предназначена? Большинство для каких-то предпринимателей. Сейчас обязательно нужно приезжать в Испанию, подготавливать пакет документов. Если кто-то говорит по-английски, это настолько огромная редкость. Мир разделился на до и после, я думаю, что как и до 24 февраля и после. Всех приветствую на канале Релокод, меня зовут Максим. Сегодня с нашим экспертом по релокации мы поговорим о стартап-визе в Испанию. Алексей, здравствуйте. Да, здравствуйте. Как настроение, как у вас дела? Да, нормально все. В Испании вот сейчас более или менее хорошая погода, так что все хорошо. Да, здорово. Значит, интервью пойдет как надо, в хорошем ключе. Алексей, сразу же для тех людей, которые у нас смотрят впервые, еще буквально только перешли на наш канал, еще не знают, например, про все тонкости и вообще в целом, что это за стартап-виза. Коротко, так сказать, для них расскажите, что такое стартап-виза в Испанию и для кого она предназначена. Стартап-виза в Испанию, она предназначена большинство для каких-то предпринимателей или для людей, которые хотят завести какой-то проект, хотят работать над каким-то проектом. Это все регулируется специальным законом, то есть каждая виза, каждый вид на жительство в разных странах, он подпадает под какой-то закон, и тут тоже есть закон 14.20.13, закон об интернационализации предпринимателей. Соответственно, какие тут тонкости, какие вот нюансы есть, это, конечно, то, что из-за всей сложившейся ситуации раньше люди спокойно подавались с России, сейчас этого нету, сейчас обязательно нужно приезжать в Испанию, подготавливать пакет документов, подаваться из Испании, быть в Испании на момент подачи, то есть нюансов вот тоже достаточно много, да. Да, вы буквально опередили мой следующий вопрос, потому что я хотел как раз спросить, есть ли возможность подаваться еще с России? Я полагаю, что уже нет. А с других стран есть возможность подаваться? Есть возможность подаваться с других стран, если есть ВНЖ или паспорт другой страны. Вот у нас были клиенты из Израиля, у них был паспорт Израиля, и из Израиля вот в этом случае податься можно. А в некоторых странах, вот в Прибалтике, не получалось, даже с эстонским паспортом, вот у нас клиент подавался, не приняли. То есть я думаю, что, если честно, можно будет практически из любой страны, даже не имея ВНЖ и какой-то визы пребывания, но это все на усмотрение уже будет местных чиновников. То есть многие спрашивают вопросы, а вот можно мне вот так и вот так? И люди как бы ожидают какой-то ответ, на основе которого они вот построят свои дальнейшие планы, а ответа здесь нету. То есть они могут написать те же вопросы, например, в торговую палату Испании в своей стране, им скажут «да», они пришлют документы, а их не примут, например. То есть вот здесь такая вот, к сожалению, ситуация. То есть, я так полагаю, что какой-то конкретного списка стран нету, откуда нельзя подаваться. Понятно, что с Россией, например, сейчас проблематично. А вот, например, вы сказали, вы с Эстонии, да, по-моему, не подались. Почему с Эстонией, например, не получилось, а с другой страны получится? Есть какой-то список стран или как это все сейчас происходит? Списка нету. Дело в том, что есть так называемый, конечно, список стран. У Испании торговые представительства, значит, в разных регионах. И в эти торговые представительства можно обращаться. Естественно, просто чиновники на местах, они какие-то принимают, вот если они видят, что человек с России. Вот я упомянул, да, девушка с эстонским паспортом, а у нее было написано в паспорте место жительства России. И они сказали, что, это не к нам, у нас, значит, нету, это в Хельсинки, а в Хельсинки сказали, нет, мы не принимаем, как бы. Я им говорю, как же, вот же. Они, нет, это вы все не так поняли, мы не примем, и все, то есть... Понятно. Что ж, вернемся к самой визе. На каком языке виза должна подаваться? Вот тоже интересный вопрос от подписчиков, от зрителей. Я вообще, вы знаете, частый вопрос, я вообще рекомендую всем
в ту страну, в которую вы подаетесь, делать все на том языке, на котором эта страна говорит. Конечно, многие страны позволяют английский язык. Та же Франция местами позволяет английский язык, Португалия и прочее. Я считаю, это все полумеры, просто на своем уже опыте. То есть подаваться надо прямо вот всегда на том языке, и документы все делать на том языке. Просто бывают какие-то формы на английском, вот их, наверное, можно. А так я рекомендую сразу, вот подаетесь на Португалию, переводите все на португальский и про английский, про все забудьте. Если мы говорим про Испанию, конечно, хочу сказать, в принципе, Испания не говорит по-английски, поэтому желательно все документы, а некоторые документы прямо обязательны, а они только на испанском, да. Дайте угадаю, испанцы говорят на испанском. Я думаю, что именно так. Вот. Они очень быстро говорят. Это, по-моему, самый быстрый язык в мире, насколько я знаю, испанцы. Я не знаю, но я хочу сказать, вот на своем опыте в Испании, если кто-то говорит по-английски, это настолько огромная редкость, что просто невероятное что-то. Причем местные испанцы. Да, я встречал вот местных испанцев, с удивлением, значит, обнаруживал, что кто-то говорит, а оказывалось, что там вот девушка была из Южной Африки, а у них вообще язык, по-моему, французский, что ли, она сказала. И она говорит, и я вот говорю, говорит, на французском, на английском, и вот сейчас переехала в Испанию на испанском. Вот. Ну, это такая редкость, честно, что, ну, то есть не надо на это рассчитывать. Ну да. Я сам вот жил в Южной Корее какое-то время, и скажу так, на английском языке не говорят 99% корейцев, возможно, только среди молодого населения, и то где-то в столице, в Сеуле там говорят. И самое интересное, что они отличаются, у них языковой диалект отличается, то есть север страны не понимает юг страны, хотя они на одном языке говорят. А в Испании есть, кстати, такое разделение диалектов? Есть, конечно же, южный андалусийский диалект, так называемый. Есть в Валенсии валенсиано, в Барселоне каталанский язык. Значит, там есть север Испании, там Астурия, страна басков, у них тоже там какое-то свое наречие. То есть для меня это удивительно. Страна действительно не очень большая, ну там, скажем, 1500 в поперечнике, да. Но, грубо говоря, в разных домах разговаривают на разных диалектах уже. Диалекты сильно отличаются. Вот я вот в Валенсии, да, например, и я вижу отличие испанского стандартного, да, языка от валенсийского. Он прямо сильно отличается, прям есть отличие. С каталанским примерно то же самое, вот в Барселоне, да, на котором. Уже не говоря про латиноамериканский этот язык, он, мне кажется, вообще другой. Не знаю насчет другой, я знаю нескольких венесуэльцев, там с Аргентины, вроде бы разница небольшая, но она, конечно, есть, да. Да, немножко вернемся тоже к нашей теме. Можно ли приехать сейчас в Испанию по Шенгену и уже оттуда, например, подаваться на стартап-визу, ну, с территории Испании? Да, к сожалению, сейчас это... Я сразу пометку скажу, что именно после 21 сентября, потому что сейчас мир разделился на до и после, я думаю, что как и до 24 февраля и после, но вот именно после 21 сентября. Пока что да, скажем так, прошел один день, и вот эта вся бюрократическая машина, если у нее что-то и будет, она просто еще не успела среагировать, если честно. Ждем последствий, да. Как у нас было 24 февраля, когда можно было подаваться спокойно из Москвы и не торопясь как бы ехать, то сейчас эту опцию отменили. Теперь нужно только приезжать в Испанию, находиться в Испании и подавать документы только оттуда. То есть никакой другой опции, к сожалению, нету. Что будет после вот 21-го, пока не ясно. Есть определенные тенденции, скажем так, к усложнению. То есть начали требовать какие-то там местами дополнительные документы и прочее. Но пока что приехать можно, я думаю, надо пользоваться, пока есть возможность.
Сразу такое ответвление от этого вопроса. Как относятся к русскоязычным, к русским, не к русскоязычным, к русским людям? Как относятся в Испании в данный момент вообще? Я думаю, никак иначе, чем ко всем остальным. То есть я не вижу никакой какой-то особенной, что это. Разве что есть нюансы в открытии банковского счета, когда приходишь с русским паспортом. Наверное, это единственное, где вот это есть. Но я хочу сказать, что это было уже года 2 и 3 назад. То есть какие-то такие процессы начинались, и банки часто отказывали гражданам России вот в открытии счетов. То есть это уже было тогда со скрипом. То есть сейчас... Мне кажется, сейчас сложно говорить про какую-то дискриминацию в плане банков, потому что мы уже даже не обращаем внимания, что, много банков уже под санкциями, много проблем именно с переводом денег, с выведением своих средств. Поэтому уже, да, конечно, если нет русофобии, это, конечно, здорово, потому что сейчас и так нелегкие времена для наших соотечественников. Поэтому здорово, что люди толерантные и понимают, что ситуация очень сложная, но должны быть человеческое отношение. То есть, я так понимаю, можно подаваться изнутри страны, да, находясь с Испании, да? Никаких можно проблем. приехать, да, можно приехать по Шенгену, собрать все документы, подать их, находиться в Испании, ждать, соответственно, одобрения. Кто-то не хочет ждать, он может уехать. То есть тут есть варианты, как после подачи. Кто-то дожидается, у него даже истекает Шенген, приходит одобрение, он с истекшим Шенгеном идет подаваться, и здесь тоже никаких проблем нету. Это, в принципе, стандартная история, поэтому к этому нормально относятся. А вот в плане документов, если, например, не хватает какого-то документа, например, страховка, которая не сразу выдается, она после приходит, есть ли возможность ее, например, донести? То есть ты подаешь основной пакет документов, так как у тебя нет страховки на руках, ты можешь ее потом донести? Как к этому лояльно относится испанская? Да, испанцы, как правило, всегда запрашивают, то есть вот подача документов, она происходит в электронном виде, и если испанцы видят, что просто каких-то документов не хватает, они прям так и пишут официальный ответ, говорят, что здравствуйте, рассмотрели ваше заявление, значит, проверили, и вот такая резолюция, что вам нужно дослать вот эти документы. И, как правило, всегда медицинская страховка, они требуют описания там и прочее, да. На это дается 10 дней календарных. В принципе, за эти сроки все успевают. Его можно этот срок немножечко даже пододвинуть, так что, в принципе, лояльно достаточно. Хорошо, здесь разобрались. Да, вот что касается, как вообще выглядит в целом процесс подачи документов и какие документы необходимы вот на данный момент тоже для людей, вот, кто интересуется этой визой? Начать надо с того, что подготавливать документы надо еще в России. То есть надо поставить на все, на что можно поставить апостили, то есть справка о несудимости, апостиль, свидетельство о браке, апостиль, свидетельство о рождении детей, апостиль. Кто-то едет, например, без второго родителя, то есть муж, жена развелись, жена едет с ребенком, хочет подать ребенка на ВНЖ. От второго родителя надо нотариальное согласие. На нотариальное согласие поставить апостиль. Все эти документы практически, которые выданы госорганами России или банками, всегда практически, 99,9% требуют еще заверения специального переводчика. Он называется традуктор Jurado. Он стоит дороже, чем стандартный, но вот тем не менее. Вот. То есть документы все надо начать собирать с России, проставить апостили, значит, сделать все доверия. Я рекомендую всем еще, кстати, сделать генеральную доверенность. И я всегда говорю клиентам: ребята, вот вы сейчас уезжаете, вдруг какой-то документ понадобится. Вот вам образец генеральной доверенности, сделайте ее там на маму, на папу, на брата, сестру, на кого угодно, да, чтобы в случае чего они пошли, взяли у вас справку о несудимости, сделали копию там, я не знаю, свидетельство о рождении, что-то еще. То есть, чтобы у вас какой-то представитель остался, потому что вы потом будете бегать в консульство, вам это надо будет всегда срочно, а у консульства сейчас запись там на 4 месяца вперед, как бы. То есть, как-то вот так вот. То есть, еще, конечно, такой вопрос.
обязательно должен быть бизнес-план, по которому ты едешь в стартап-визу. Соответственно, как вообще он должен хотя бы примерно выглядеть, вообще бизнес-план? Помогает ли кто-то его делать? Вот расскажите про бизнес-план немножечко, тоже интересно. Да, бизнес-план, значит, он, грубо говоря, вот когда мы описываем проект и говорим про стартапы, да, в стартап-среде подразумевается, что у нас есть pitch-deck, то есть презентация нашего проекта, где указаны там наша команда, проблема, решение, рынок, маркетинг, финансы. Ну, то есть вот основное крупными вот такое вот мазками. То есть там 10 слайдов там максимум обычно, да. Так вот, бизнес-план, в принципе, это расшифровка этой презентации. То есть нужно более подробно, более внятно описать, что проект делает, кто команда, какие у него образования у команды, какой опыт и все. То есть бизнес-план, конечно, наша компания Relacode, она его как бы и пишет, и помогает. У многих клиентов есть какие-то проекты, надо просто та информация, которую есть, как бы собрать воедино и сделать из этого вот, грубо говоря, это документ на испанском, опять же. Обязательно на испанском языке, да, должно быть? На испанском языке мне неоднократно писали из Министерства экономики Испании. Я знаю, что эти люди говорят по-английски, но они всегда пишут по-испански, и я им отвечаю по-испански, потому что я прекрасно понимаю, вот они английский немного знают, а вот когда с ним постоянно работаешь, это тяжело. То есть не хотят, конечно, напрягаться и все. Вот. Поэтому бизнес-план – это вот документ, там, я не знаю, 20, 40, 60, у кого угодно вот страниц, на испанском подается, соответственно, рассматривается далее вот Министерство экономики. А вот у нас есть, то есть обычно люди, если так брать человека, который собрался по этой визе уезжать, ему, так резюмируя, нужно обязательно все документы, которые требуются, обязательно сделать в России и проапостилировать и перевести на испанский через специального переводчика, верно это? Это самое основное, да? Хорошо, а вот, например, еще тоже, если ты, например, забыл какой-то сделать документ, допустим, справку о несудимости, в электронном виде эта справка может предоставляться, она будет как бы иметь такую же силу или все-таки нет? Будет, и в этом большой плюс. То есть многие клиенты говорят, а как мы вот справку доставим, а ее же надо вот там физически. Ни один документ по стартап-визе не подается в бумажном виде на первоначальную подачу. Там есть уже вторая подача, это уже на карту ВНЖ, но вот именно на одобрение стартап-визы ни один документ не подается в бумаге, все электронно. То есть я говорю, буквально вам ничего пересылать не надо. Если у вас есть доверенность или справка где-то дома лежит, просто попросите ее сфотографировать с двух сторон, если она с апостилем, отсылаете переводчику, он переводит, присылает PDF, мы PDF отсылаем, значит, там, в Министерство миграции. То есть все в электронном виде. Это большой плюс, потому что не нужно никаких слотов на подачу документов, не нужно никуда идти. 24/7 работает веб-портал, куда документы загружаешь, и все. И дальше просто ждешь ответа. Алексей, вот по поводу перевода документов хотелось бы уточнить по поводу, именно к кому обращаться, предоставляет ли Relacode услуги по поиску этих людей, которые переводят, аккредитованные переводчики. Скажите, пожалуйста, зрителям нашим интересно это знать, где найти этих переводчиков. Вообще все эти переводчики, они, значит, собраны в одном большом PDF-файле, там 1200 страниц, что ли, и это все расположено на сайте Министерства иностранных дел Испании. Вот. У нас есть несколько переводчиков, с которыми мы постоянно работаем, просто когда клиенты говорят, мне вот надо перевести, подскажите, к кому? Я говорю, и вам срочно? Они говорят, там, нет, не срочно. Я говорю, вот лучше к этому женщине. Кто-то говорит, мне вот прямо надо сегодня. Я говорю, вот эта женщина, значит, может один день в день. Естественно, мы все при этом помогаем. В идеальном случае мы как бы даем контакт, и человек как бы с ними напрямую коммуницирует. Это гораздо лучше и проще для всех. А бывает, человек говорит, я не могу оплатить, у меня нет счета в евро, они принимают только в евро, соответственно, мы оказываем помощь в
ну, вот как бы вот в этой транзакциях тоже. Вот, поэтому это как бы не такая проблема. Вот, они есть, кто-то их находит самостоятельно, там есть и в Аликанте, если кому-то там документы надо в бумажном виде получить, и все, и все. Они есть в каждом городе и даже в некоторых странах даже расположены, поэтому вот так вот. А вот, например, Алексей, я получил одобрение по визе. Какие мои дальнейшие действия, сколько ожидать вообще, точнее, какие дальнейшие действия мои после одобрения визы, что нужно делать? Ну, после одобрения визы надо тут же записаться на подачу документов на карту. Вот, там буквально совсем немножечко документов, это ваше одобрение, там фотографии, 2 формы, с которыми мы помогаем, значит, тоже платежка, госпошлина за карту 16 евро. И, собственно, все. Самое главное — это записаться на подачу документов в полицию, потому что там вот этих слотов тоже всегда мало, их надо искать. Ну, то есть это определенная вот проблема, но она не такая. То есть когда есть одобрение, уже все. Вот. Бывает так, что эти слоты расположены далеко. Например, сегодня у нас там 22 сентября, да, бывают слоты на 23 ноября, как вот недавно у клиентов. И они жаловались, что так долго. Я говорю, ни одна другая страна вам ничего не даст, ну, то есть быстрее, то есть это хороший еще вариант. Вот, поэтому вот такое бывает, да. Надо идти в полицию, подавать, откатывать отпечатки пальцев, и откатали это все, документы сдали, и через месяц в то же время, в то же место идете и получаете уже карту, саму карту ВНЖ. Хорошо, а на какой срок выдается ВНЖ по стартап-визе в Испанию? И на какой срок ее можно продлить? Вот тоже такой вопрос. Она выдается на 2 года, продляется потом еще на 2 года. Соответственно, условия продления там есть определенные. Надо открыть ИП и надо сделать социальный номер. В принципе, больше ничего. То есть продление достаточно лояльное. Вот. Перспектива получения гражданства тоже входит, так сказать, есть, да, такая возможность? Конечно, когда получена карта, на карте указана дата, и с этой даты идет срок проживания в Испании, и после 10 лет, к сожалению, в Испании это 10 лет, можно подаваться на гражданство, да. Кстати, да, еще такой вопрос у нас тут напоследочек из моих списка вопросов. Например, сколько я получил одобрение, как долго ждать мне карту и куда она вообще придет? Вот именно в плане того, что как ее получить, да, действительно. Получили одобрение, это PDF-ка в электронном виде. Записались на подачу документов в полицию. У нас есть там специальная инструкция, мы тоже с этим помогаем. Значит, например, она там будет через месяц, это с момента одобрения, да. Пришли, сдали фотографии, отпечатки пальцев, документы, платежку, госпошлину, вот это вот все, как бы, обычно там говорят. Значит, бывает, раньше говорили, мы высылаем на почту по вашему адресу. Последнее время этого не говорят. Обычно говорят сейчас, приходите, значит, через месяц, вот, и получите карту. Или через месяц позвоните, узнайте, готовы ли, и получите карту. Обычно месяц-полтора это вот уже занимает. По срокам, да, ну не так много, я думаю, что тут главное понимать, что когда пришло одобрение, вот сама карта — это уже технический момент. Конечно, вы не сможете с ней там, с этим одобрением устроиться, например, на работу, если у вас там работодатель ждет, да, но ваше пребывание, она как бы легально, поэтому тут уже чуть-чуть подождать, и карта будет. Алексей, спасибо вам за интересную беседу, за интересное интервью. Я напоминаю, что сейчас на канале Релокод у нас постоянно выходят самые актуальные новости, именно видеоролики, связанные с обстановкой, которая вот сейчас непосредственно влияет. Мы самую актуальную информацию пытаемся быстрее всех донести, что касается релокации. Вот. Мне очень интересно было с вами пообщаться, и я надеюсь, что нашим зрителям тоже было интересно. Если есть какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях все эти вопросы, мы будем отвечать. До новых встреч, спасибо!